Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Ищу клад, иногда нахожу что-то интересное, иногда просто время теряю. В общем, как сегодня сложится у нас поиск клада, я не знаю. Честно говоря, увидела несколько интересных вещиц. Надеюсь, сегодняшний вот такой пакетик нас порадует. И, в общем-то, легкий, достался он мне всего за $5. В общем, почему бы не поискать клад вот в таком масштабе, да? Да, и сразу хочу показать вам то, что там же нашла. Это вот такая шкатулка. Обошлась она мне 98 центов. Всего лишь, в общем, милота, милый утенок. Мне кажется, он спит, глазки закрыты, в отличном состоянии. Стоит ее только помыть. Здесь вот по краю скопилось загрязнение. Шкатулка без сколов. Есть и маркировка. Прочитала я ее уже, конечно, это Тайвань. И это, я так поняла, что Бьенна парк, это какой-то сувенир из парка. Кто знает, возможно, напишите. В общем, такая милая шкатулка. К тому же коллекция шкатулок у меня большая. Я храню часть своей коллекции именно бижутерной в этих шкатулках. Так что лишним не будет. Но и люблю я именно такие необычные шкатулки, сюжетные. Тоже вам их уже я показывала. Да, и по поводу вот этой подложечки мне одна из зрительниц написала, что нужно ее обернуть каким-то бархатом. В общем-то, на самом деле она уже обернута бархатом, она бархатная, знаете, и эта часть вот этой вот шкатулки специально вам решила показать. Вот такая у меня шкатулка, она тоже такая из бархата, ну, она современная, но, в общем-то, была в отличном состоянии, почему не приобрести. В этой шкатулке я храню украшения из жемчуга, ну, так вот она выглядит. На самом деле она имела еще и вот центральную вот эту вот часть. Мне она показалась лишней, и, в общем, в итоге я ее срезала и использую как подложку. Ну, в общем-то, все секреты я свои вам раскрыла, так что, конечно же, если будет возможность как-то ее облагородить, обязательно я это сделаю, но на самом деле она вот такая же бархатная, да, как и сама эта шкатулка. В общем, секреты свои раскрыла все, а теперь давайте приступим к поиску клада. Кто не знает, в Америке есть свалки, куда люди привозят ненужные вещи, потом в контейнерах как-то их сортируют, и, в общем-то, занимаюсь поиском. Съемки там не разрешаются. Я знаю, что некоторые блогеры снимают сам процесс копания, да, я не знаю, ну, в каких штатах это возможно, в каких-то магазинах разрешают. Я специально спрашивала, мне сказали, съемки запрещены, там даже есть вывеска, что нельзя снимать видеокамерой. В общем, вот так. Так что только результат, вернее, не результат, а такой переходный, скажем, момент я вам предлагаю. Так, ну здесь вот вижу, что, как всегда, и что-то положено того, чего не хотелось бы видеть. Ну, в общем, давайте. Разбор есть в мешочках, какие-то предметы, я их убираю в сторону. И начинаю с того, что не в мешочках. Вот я с первого взгляда сказала, что в довес что-то ненужное докладывают. На самом деле это бусы из молочного стекла. Они стеклянные, это не пластик. Стеклянные бусы. Молочное стекло. Я думаю, что это родная сборка. Так, про маркировку сейчас. Так, маркировки не вижу. Ну, в общем-то, выглядят вот так. Это красота. Почему я думаю, что это винтажные бусы? Потому что есть вот такие перегородчатые бусины, и они уже в таком состоянии, скажем, винтажном виде. Ну, бусы на самом деле хорошие, приятные, как вы считаете. Думаю, что вполне коллекцию пополнят. Вполне будет здорово. Холодные стеклянные бусины.
разбирать не буду. Именно ценность в оригинальной сборке. Я думаю, что любители винтажных антикварных украшений меня понимают. И ценное именно то, что их сохранность именно в первозданном, так сказать, виде. Вот так вот. Так, а мы идем дальше. Ну, вижу, что белых украшений в основном много в этом пакете. Так, а здесь тоже у меня что-то похожее встречалось. И это пластик. Но посмотрите, какая милота. То ли это цветочки. Ну да, скорее всего, что это цветы. Хотела сказать снежинки. Нет, это цветы. Предположительно ромашки. Очень длинная нитка. И есть маркировка. Так, давайте сначала я покажу в полном, так сказать, объеме. Думаю, что ее, вот эту нитку нужно носить, ой, никак не получается, в несколько рядов. Вот в 2 слоя ее сложила, и то это многовато, и то она длинноватая. Думаю, даже вот так вот на узкую шейку будет нежненько смотреться. И по маркировке, так, где моя лупа? Это Сара Кавентри. Неожиданный, да, дизайн? Я впервые встречаю вот именно Сара Кав. И вот такой необычный дизайн. Практически это пластик. Это просто пластик. А сейчас у меня идея возникла. Минуточку, давайте сейчас отключусь и покажу вам украшения именно вот 50-х, 60-х годов. Тоже в этом же стиле. Звук немножко есть, потому что у меня там что-то сверлит. Сейчас, минуточку. Почему у меня как бы идея это возникла, показать еще вам эти украшения. У них есть одна схожая черта, и вы сейчас поймете, о чем я говорю. Минуточку. Так, в общем, нашла все, что в этом стиле, в этом смысле у меня есть. Смысл в том, что белый материал, пластик, либо вот тут эмаль покрыта, и именно вот такая желтая застежка. Здесь вот нет маркировки, но видите, как бы они очень похожи, да, вот этим моментом. Так, и еще, что у меня в этой технике есть, сейчас покажу. Это вот такая сова. Тоже я вам ее показывала. Великолепнейшая сова из 50-х. И это тоже имеет тот же самый, сейчас распутаю, отличительный момент. Посмотрите, тоже белая эмаль. И точно такая же застежка. Сова вот такая тоже. Ну, не буду останавливаться на тех предметах, которые я вам показывала. Здесь у нее при движении шевелится хвостик. И вот такие желтого металла глазки тоже шевелятся. Ну и следующий предмет тоже в этой технике хочу показать. Это вот такая вещица. Это кулон. Тоже эмаль. Посмотрите, металл, покрытый эмалью отличного качества. И опять-таки вот то же самое. Я скажу честно, я когда впервые увидела вот такую вещь, она первая мне попалась вот это вот в стиле арт-деко, такой необычный, что это сказать невозможно, да, определить, что это именно. Я подумала, что здесь не родная застежка. Затем я встретила сову, да, потом ко мне пришла вот такая подвесочка белая тоже, ну и в последнюю очередь ко мне попал вот такой вот, ну, как цепочка, подвеска. Тут уже, видите, комбинирование уже такое явное. Желтая позолота, белый, как бы эмалевый такой цепочка и то же самое. В общем, мои дорогие, думаю, что коллекция у меня собирается. Вот эта вещица тоже идет в эту же коллекцию. Как вы считаете, что вы думаете по моей вот такой белоснежно-золотой коллекции? Я очень довольна, что пополняются, вещи приходят. В общем, давайте идем дальше. Так, совушка, иди сюда. Вы, мои дорогие, вот так. Так, дальше серьги вижу. Так, минуточку. Так, серьги маркированные сразу. По-моему, это Лиа София.
Точно, это Лиа София, моя любимая компания, американская компания. Производит бижутерию высокого класса из хороших материалов, используют натуральные камни. По поводу натуральных камней вот тут вот сказать сложно. Нет, это стекло. Стеклянный кабошончик в таком стиле, да. Цветок. Ну, в общем, нежные серьги. Очень люблю я и такую технику, и такой стиль, и с подвесами. В общем, в таком уже, ну, видно, что винтажные серьги. Я вам рассказывала про историю компании. Так, ну давайте идем дальше. Тоже я сережками этими довольна. Так. Здесь следующий пакетик. Тоже эмаль. Ну, здесь есть следы износа. Я думаю, что вот эти серьги более современные. Не могу точно сказать по возрасту и не знаю, стоит ли их отнести именно вот в эту коллекцию, хотя, может быть, и да. Как вы считаете? Мне кажется, что это современное что-то. Маркировки нет, хотя есть, вижу, патина, кристаллики. Такие поближе вам покажу. Как показать так, чтобы понятно было. Так, минуточку. Чтобы было понятно. Вот такие кристаллы. Эмаль. Тоже. Если знаете информацию, то, пожалуйста, напишите. Мне кажется, что что-то подобное на Алиэкспрессе можно было купить когда-то. Может, лет 10 назад. 15. Не знаю, кто знаком, напишите, пожалуйста. Так, ну и следующую вещицу, которую я, кстати, в мешке увидела, и мне захотелось именно вот эту вещь приобрести. И это браслет. Очень похож на черепаху. Я думаю, что он винтажный, судя вот по этим вставкам. Опять-таки вот в таком же стиле, да, что это? Какой-то предмет непонятный. И вот хочу показать вам тоже те украшения. Вот сказала черепаховый, но уж очень, да, правильно расположены вот эти вот полоски. А так он, в принципе, тяжеловатый. По звуку не пластик, не стекло. В общем, возможно, это и черепаховый. Так, есть, вернее, нет маркировки. Так, минутку, сейчас отключусь и покажу вам все, что у меня есть вот к этому браслету. Нужно, конечно, ваш совет и что вы думаете. Итак, вот первое, что попалось в руки. В общем, достала все, что у меня в этой теме есть. Это вот такие вот серьги. Тоже предположительно черепаховые, но они по оттенку, да, не совсем совпадают. Как-то потом есть вот такие серьги, мне кажется, они по оттенку, во всяком случае, совпадают лучше, подходят к этому браслету. Хотя, конечно, на расстоянии вот не будет видна вот эта такая прям детальная разница, отличия. Так, вот нашла такое кольцо с камнем. По-моему, кто-то мне писал змеевик, это камень называется. Если я ошибаюсь, напишите. Кольцо. Ну, я думаю, что оттенок металла отличается. И так как это будет все-таки на руке, предположительно на одной руке, думаю, что вместе они как-то нет. Могу ошибаться, мои дорогие. Пишите свое мнение. Так, следующее, что достала, вот такой. Мне кажется, вот этот кулон больше всего подходит к этому браслету. Хотя здесь стеклянная вставка, и он такой тяжелый, но совпадает по оттенку металла. И это, по-моему, Avon. Находила я. Тоже он винтажный. Такой кулон на винте. Находила Avon, потому что, когда я его нашла, этот кулон, естественно, я сразу начинаю заниматься поисками. И одна из зрительниц мне дала наводочку посмотреть именно в каталоге. В общем, в каталоге, не помню уже какого года,
1900 какого-то года. В общем, я нашла этот кулон. Вот такой сегодня пакет получился. Показала много чего, как вы считаете. Вот еще вам не показала, что предположительно может подойти к этому кулону, браслету. Ну нет, это натуральный камень, по оттенку нет. В общем, все, что смогла, так сказать, я вам показала. Жду ваших впечатлений. Напишите свое мнение, что как подходит, не подходит. Если у вас есть какая-то информация, обязательно делитесь в комментариях. Буду вам очень благодарна. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.